Всем привет! Ребят, тема сегодняшнего выпуска будет заключаться в следующем. Хотелось бы показать вам ту линейку прораса, которая у меня есть, чтобы как-то наработать, вернее начать нарабатывать какую-то базу, потому что не сегодня, а завтра начнутся поступления из зарубежных магазинов, и хотелось бы иметь какую-то, ну скажем так, статистику, чтобы точку отсчета, точку опоры, чтобы сравнивать те продукты, которые будут приходить, и чтобы понимать то, о чем, собственно, я могу вам сказать, что хуже, что лучше, чем отличается это от того. Поэтому сегодня попробуем сделать пену из мыла прораса и заодно посмотрим на всю остальную линейку. Это пришейв, иногда используется как и автошейв, и это два автошейва. Один из них это лосьон, а другой это как типа косметического молочка такой. Ну, молочко, оно и есть молочко. Ну, собственно, и все. Поехали. Я буду идти в стандартном режиме, то есть, как обычно я бреюсь, так вот это вот все и буду делать. Прекрасно понимаю, вам сейчас вода маленько забивает, но, ребят, нет другого выбора, надо это сделать. Наберу, выключу. Что-нибудь видно во мне? Парни, слушайте, ну давайте я вам не буду показывать, как вот эта хрень втирается в лицо. Вы чай сами сообразите. Мыло твердое, поэтому будет неплохо, если вы его тоже маленечко замочите. Набрали теплую воду, салфетка у меня уже нагрелась. Сейчас у нас прогревается наша чаша. Вытащили замоченный помазок. За счет того, что он комбинированный, здесь идет часть барсука и часть кабанчика. Долго его замачивать не нужно. Дольше всего замачиваем кабаний. Барсучий вообще к этому не требовательный. Намочил и в путь. Чуть-чуть стряхнули, сильно не надо. Воду, естественно, отсюда вылили. Еще маленечко. На этой стадии многие поступают по-разному. Есть люди, которые подставляют чашку и просто мылят чашку, потом взбивают. Есть люди, которые собирают на помазок, а потом уже вот с этим, что насобирали, идут в чашку. То есть тут какого-то стандарта, какого-то критерия нет. Воду лишнюю вылили и начинаем взбивать круговыми движениями. Кто-то рекомендует восьмеркой, кто-то рекомендует в одну сторону, в другую сторону. Ребята, как хотите. Это на ваш вкус, на ваш цвет.
Я держу, видите как? Это позволяет не давить на помазок. Конечный продукт, который мы должны получить, должен быть похож на густые сливки, на безе, с мелкими-мелкими пузырьками. Если будете долбить вот так, как дятел, вы нагоните в пену воздух, он вам ни к чему. Если вы с водой перебрали, пузырьки будут крупные, они вам тоже ни к чему, потому что бритва будет плохо скользить и будет плохо смазываться само лезвие, и пена будет слишком жидкая. Если пену начало рвать, недостаток воды, можете взять аккуратненько с пальцев пару капелек, так тырс, или просто по мазкам взяли, коснулись маленечко, поставили. Поначалу это может у вас занимать 1, 2, 3, 5 минут, ну 5 загнул, 3-4 минуты. Потом, когда привыкнете, у вас все это будет занимать не более 1-2 минут. Готовность пены вы заметите не только по консистенции, что она будет с мелкими пузырьками, она еще будет оставлять хвосты. Видите? Уже где-то рядышком. Очень хорошо понимается, когда, если не очень тяжелая ручка, вы ставите помазок, а он не падает. Пена его держит. Мы уже практически закончили. А вот те самые хвосты, про которые я вам говорил. Видите? Вот она, наша безушка. Редко-редко встречаются отдельные крупные пузырьки. Это говорит о том, что еще, может быть, 30-40 движений сделать, и пора уже заканчивать. Видите, во что она стала превращаться? Те люди, кто пользуется пеной из баллончика или гелями, там пена, лишенная влаги, лишенная тех масел, которые вы можете получить здесь, с газом. Она намного больше сушит пену, и у вас нет возможности туда что-то, кожу, у вас нет возможности туда добавить что-то такое, чтобы она не сушила и не стягивала вам лицо. Здесь же вы делаете все сами. Вот этим уже можно пользоваться. Пока мы внизу, то мыло, которое вы пользовались, я обычно поступаю так. Сполоснул его. Потом в конце протер салфеткой, убрал до следующего раза. Ай, мама дорогая. Так, ладно. Ребят, дайте мне 6 сек, я подниму камеру и мы продолжим. Парни, попутно я решил еще одного зайца замочить. По идее, может быть, с коммерческой точки зрения это неправильно. Нужно было сделать отдельное видео, расписать все там в стихах и в песнях. Но я подумал, что народ дурить. Наверное, сразу в одном видео и сделаем. Сравним мой Merkur Progress Long и Соньку золотую ручку R89. И как раз будет понятно в плане мягкий, средний, жесткий, агрессивный. Что касается пены испытуемой, консистенция именно такая, как мы планировали.
Фактура приятная, запах слабо выраженный, но присутствует. Запах тоже интересный. Первым пойдет и постоянный прогресс лонг. Пока выбираем, смачиваем теплой водички. Теперь пошел мюлле. Если чувствуете, что влаги недостаточно на лице, умываться не надо и вытирать полотенцем лицо тоже не надо. Просто руки намочили, и этого будет достаточно. Лишняя влага, которая у вас будет на лице, она попадет в пену и разбулыжит ее. Мой любимчик Volfix 404, на мой взгляд, незаслуженно прозябает как серый кардинал, несмотря на то, что это помазок из помазков. Он даст фору многим. Почему я так думаю? При его стоимости 11,50 фунтов стерлингов это комбинированный помазок барсук и кабанчик. При всех его маленьких размеров это не помазок, а просто бомба. Он меня заставил продать помазок из барсука за 120 евро. Ребята, и там используется лезвие рапира, новое. Поставил и там, и там. Прогресс у меня стоит на двойке, как обычно. Так, чувствую, пена начинает уже маленечко терять свои свойства. Вы можете опять ее сбить немного. Для этого, в принципе, много времени не потребуется. Там взяли 10-15 движений. Так, как это есть? Ага, вот так вот. И все, вы ее взбодрили. И опять она готовая. Каждый раз, когда я провожу вот эту вот процедуру, бреюсь, наношу себе на лицо ту пену, которую сделал сам своими руками, ощущаю ее запах, чувствую каждой клеточкой, как она проникает мне в кожу, как она ее напичкивает своими маслами, делает ей какие-то там свои такие вот, только для пены, для нее понятные свойства, там где-то глицеринчику, где-то там маслица, где-то там волосик приподнять. Ребят, гелисты и пенисты из баллонов, это урбанизация. Вы все это принимаете по одной простой причине. Это просто. И голову забивать не надо. Тратить лишнего времени не надо. Пшик, дунул, плюнул и ушел. Все. Как только раз попробуйте, максимум 2. Все, коготку увязь. Это никак не сравнить с тем, что вы получаете из баллона. Я знаю, о чем я говорю, ребят. Я на баллонах сидел 20 лет.
Понимаю, что индивидуально. Кому-то заходит, кому-то нет. Ну, вот у меня так. Когда у вас станок хорошо скользит, вы это так чувствуете. Он прям как по маслу идет. Если чуть-чуть на кожу залипать начинает, парни, значит недостаточно пена плотная. Также это бывает, если у вас жидкая пена. Как вы можете заметить, у меня сейчас есть один порез или два. Это не вина, лезвие, это мой косяк. Я торопился. Что делаем после того, как побрились? Помазок. Нам эта пена больше не понадобится. Запах слабый, но приятный. Я его промываю под теплой водой. Потом можно маленько отжать, потом стряхнуть. Многие говорят просушить. Ну что значит просушить? Взяли полотенце, чуть-чуть промокнули, повозюкали по нему. Ну, желательно, конечно, сухое. Я к сухому не тянусь, потому что оно за камерой. Вот так чуть-чуть лишнюю влагу сбросили. Все. И ручкой вверх, головой вниз. Пускай постоит так, ну, денька 3-4-5. Если вы чаще бреетесь, ребят, вам стоит задуматься купить второй помазок. Пока один отдыхает, вторым вы пользуетесь. Лезвие. Точно так же разбираете, аккуратненько промываете. После того, как промыли, стряхнули, протерли, убрали. И пускай сохнет. Про чашку не буду показывать, это и так понятно. Что со всем этим делать? Парни, хочу напомнить еще раз, я вам не показываю, как правильно. Как правильно, это вы узнаете сами для себя. Я вам показываю, как я это делаю. Чтобы вы все это переработали, через себя пропустили, убрали то, что не ваше, убрали лишнее, добавили что-то свое. И вот то, что у вас в конце получится, это и будет правильно. Но правильно только для вас. Не факт, что это будет правильно для кого-то другого. Каждый ищет для себя. В бритье канонов, правил каких-то не существует. Нет самого лучшего станка, нет самого лучшего помазка, нет самой лучшей пены, мыла для бритья. Ничего самого лучшего, потому что все люди индивидуальны. И каждая эта индивидуальность, она в мире бритья рыскает, трогает, щупает, узнает, примеряет на себя. Срослось, замечательно. Не срослось, ну дальше. Именно почему на этой теме попухло и погорело столько народа. Здесь увлечься коллекционированием, как два пальца об асфальт. Я сам с этого еле спрыгнул. Я-то спрыгнул, но знаю людей, которые, заходя в ванну для того, чтобы побриться, и они не в состоянии сделать выбор, какой взять станок, какой помазок и каким кремом пользоваться или мылом. Для этого у них есть кости, чтобы голову не нагружать. Да, ребят, есть такие люди. Прям как вот пена была, как вот это вот все было, я прикладываю теплый компресс еще раз. Убираю все это. После этого, если, допустим, вот как сейчас, если я что-то сделал неправильно, я беру камень и по влажному лицу
Ну, сейчас я его, конечно, уже протер. Не надо было протирать. Ну, вот, пожалуй, что и все. После того, как вы алюмин-поташ квасцом прошли, камешек аккуратненько можно протереть полотенцем, брать в сторону. То, что у вас на лице осталось, мыть не надо. Возьмите ту же самую салфетку, тоже полотенце, просто промокните. У вас лицо уже защищено, оно под той пленкой. И уже после этого у вас все шансы воспользоваться нормальным автошейвом. В данном случае у нас серия Прораса. Молочко. Молочко мне нравится. Нравится, у него чудесный такой с оттенком лимона запах. После того, как впитается, не оставляет жирности, как, например, вот та же самая Nivea. Nivea мне не зашла только потому, что какую-то пленку я ощущаю на лице. Это не мое. Ну, не люблю я этого. И так раз, а оно все влажное. Бу! Не то. А здесь впитывается. Но, тем не менее, я стараюсь с ним все равно пользоваться пореже. Чаще всего я пользуюсь им в холодное время года. Осень, зима, весна. Очень хорошо защищает лицо и убирает. Совсем другая история, это Прорас зеленый автошейв. Несмотря на то, что его много в бутылке, ребят, не ведитесь на это. Это у меня уже хрен знает какая бутылка. Вкусен, приятен. Аромат похож. Знаете, что такое вот праздник весной, что-то вот такое. Я не знаю, какие ингредиенты здесь использовала компания. Но каждый раз, когда я использую этот автошейв и выхожу, жена подходит, о, вкусненьким пахнет. Так, ну, так, знаете, вот свой носик кромой ко мне тянет. Ну, ребят, женщин не обманешь. То, что вкусно, хорошо, они чуют. Когда это все готово, индивидуальная переносимость. Здесь алкоголя немного. Даже если вы, вот как я сейчас, себе там торопились, не получилось, забыли лезвие сменить, потянуло, решили, ну на, добью этим. И в итоге просто вот сделали, допустим, себе то, что я сегодня сделал. Здесь алкоголя немного. Когда вы будете наносить себе на лицо, у вас не будет, как в один дома, там пацан орал, там чуть соседи не сбежались. Здесь нормально. Запах замечательный, прекрасный. Вообще линейки Прораса по моей пятибалльной шкале я бы, наверное, поставил, вы знаете, вообще 4,5. 4,5 за что? За то, что, скажем так, нет, 4,5 это что-то прям как в воду пукнул. Извиняюсь. 4,75. 4,75 только потому, что это не премиальная линейка. Я даже думать не хочу, чтобы было, если бы это у них была премиальная линейка. Но вот если бы не вот эта дурацкая придирка, им спокойно можно ставить пятерку. За что? Не первый год на рынке, качественные продукты, да, не премиум класс, но они постоянно совершенствуют свой продукт, несмотря на то, что работают по старым рецептам. Плюс у них широкая линейка, не забывайте, ребята, как много компаний, которые вам могут предложить и автошейв, и крем, и мыло. Крема, кстати, нет, я его использовал, но крем хороший, он даже может быть поинтереснее, чем мыло. Плюс еще автошейв, пришейв. Много компаний, но вот выделяет пришейва от нее многих, а у них есть. И причем в 3 видах. Красный, белый, зеленый. Белый еще не пробовал. Зеленый. О, ребят, это прям бомба. По факту хочу сказать, что ту пену, которую мы сегодня получили из этого мыла, можно считать зачетной. Консистенция, какую мы хотели, такую мы и добились. Это чувствуется прям при, скажем так, вот возьмите на большой длинный палец указательный и попробуйте. Что мне здесь не понравилось, чуть-чуть, если лишнюю влагу вобьете, то у вас получается может залипание на кожу быть. То есть вот я не хочу сказать, что у нее смазывающая особенность плохая. Нет, хорошая. Но все-таки нужно это дело контролировать. Стабильность пены. Стабильность пены, ребят, ну тут на пятерку.
Вот сколько мы с вами уже проболтали, языком я прочесал, а посмотрите пена. Она не спадает. Она какая есть, такая есть. Попробуйте тот же самый фокус с баллончиком каким-нибудь провести. Не получится. Гель выдавите, он у вас уже весь пеной зайдет и исчезнет. Пену выдавите, она полопается и осядет к чертовой матери. О, не сядет. До сих пор еще не сел. Мылу пятерка. У него, на мой взгляд, один серьезный минус и один так себе минус. Так себе минус. Запах я бы сделал повкуснее и поярко выраженный. Но это уже такие, знаете, сугубо индивидуальные придирки. А тот минус, который серьезный, он касается всех мыл. Любой компании, наплевать какой. Он очень долго не кончается. Уже надоело, уже обрыдло, уже что-нибудь такое вот хочется, а он не кончается. Именно по этой причине советую вам держать несколько мыл, несколько кремов. У вас будет возможность все это чередовать. Но если вы подсядете только на этот, ну, ребят, ждите, что минимум полгода, 9 месяцев, то он у вас будет работать. Так что вот, как-то примерно так. Хотелось бы еще, конечно, сказать о моем любимчике, о моем красавчике. Но я думаю, что это будет тема для отдельного обзора. Объясню почему. Во-первых, у нас еще будет тема по выбору помазков. А во-вторых, это не та вещь, о которой нужно говорить на бегу. Это он заслуживает отдельного внимания, несмотря на свою стоимость. Это для помазков, вот для меня это бомба. Почему я так думаю? Расскажу в следующих обзорах. Ну вот, пожалуй, что и все. Густого вам вкусного крема, нормального вам автошейва, крепкой такой хорошей пены, чтобы станок у вас всегда работал исправно и лезвия не тупились в неподходящий момент. Пока-пока. Всем удачи. Был с вами я, Вадим Иванов.